Они вот тут живут, похоже. Камеру убери, я сказал. Прям меня дыря закинули. Прямо мы сейчас шли, и они увидели, что мы с камерой. Вот таким булыжником начали херачить, короче, в нас. Во Франции бедняки нападают на прохожих, а тайные богачи живут в домах из золота. Здесь все из золота. Это золото, а не просто? Нет, все золотое. Нам удалось познакомиться с ярым фанатом Наполеона, который живет во дворце. Я счастливчик, счастливчик. Поболтать на балконе с хозяйкой квартиры с видом на Эйфелеву башню за 6 миллионов евро. Вот прям туда. Чума. Это вот так вот выходишь Да. с кофеечком, чайком. Нет, я присаживаюсь. А также увидеть обратную сторону Парижа. Где-то на метро кого-то пристрелили, где-то кого-то подрезали. Очень здесь смертность повышена. Do you speak English? Мы приехали в один очень опасный район, где везде грязь, разбитые машины. К нам уже сразу подбежала чернокожая женщина, начала бить по камере с сумкой. И мы прямо сейчас пойдем в их палаточный городок, который стихийно образовывается по всей Франции и может держаться несколько лет. Мы постараемся подойти к людям и узнать, как они там оказались, что здесь происходит. И мы надеемся, что камеры наши останутся целы. Поскольку мы не знаем, будут ли нас там гонять с камерой, то мы сняли стабилизаторы и сейчас просто поставим камеру сбоку, поэтому картинка будет дергаться, но зато мы сможем подснять все изнутри. Пойдемте. К кому это мы приехали? Мы приехали к совершенно уникальному человеку. К уникальному человеку. На самом деле он никогда не дает, ну, то есть он дает интервью, но очень редко, очень выборочно. Его знает вся Франция. Его постоянно показывают на телевидении. Он актер. Николя Саркози? А, нет. Нет. Он актер. Он очень известный творческий человек. И это его дворец. Вообще все знали? Да, это его дворец. И он историк. Он очень любит Наполеона. Это он купил его или ему по наследству досталось? Это хороший вопрос, Павел. Вы сейчас ему Сейчас зададите у нас этот вопрос. Пойдемте. Целый дворец в центре города. Нак-нак. Ток-ток. Так, быстренько, мы где? Мы в Париже, мы на закрытой улице, рядом с Трокадеро. Что И такое закрытая улица? Закрытая улица – это улица, на которую не всегда и не всем можно попасть. Ого. В Париже их всего 6. И это жилой дом. он с видом на Эльфию башню. С балкона, да. То Классно. есть ты из окна видишь башню. И мы сейчас зайдем в одну из квартир. Да. Сразу, сколько она стоит? Эта квартира сейчас стоит 6 миллионов 700 Евро. евро. Более того, как я понимаю, Не так много. мы сможем пообщаться с хозяйкой. Она стесняется, но я думаю, да. А расскажи в двух словах, кто она? Маргарита Колоткова – это женщина, которая достаточно много лет назад была известной актрисой в России, вела кинопередачи, была такой богемной женщиной в России. В какой-то период она просто решила вместе с братом эмигрировать. Но у нее откуда-то есть денежки, чтобы купить квартиру за 6 миллионов евро. Заработали. Заработали. Окей. Она когда последний раз интервью давала? Слушай, мне кажется, она как только переехала, не давала их вообще. Это лет 20. У нас эксклюзив. Привет. Привет. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Tu vas bien? Да, écoute, ça va, je te présente. Бонжур. Hello. Павел, можно я прикреплю вам микрофон? Дубай. Ah, Dubaï. Дубай. Очень приятно. Пьер Жан Шаленсон. Вау. Вы здесь живете? Конечно. Это ваш дом? Да. Мой дом. Милый дом. Я как королева Елизавета. Но я живой. Это хорошая новость. Для кого-то хорошая, для кого-то нет. Вау. Хотите осмотреться? Где мы находимся? Это французские частные апартаменты. В Париже. You speak English? You speak English? Ok.
Ну, честно говоря, страшно подходить туда. Вы говорите по-английски? О, ну ладно, что, идем прям в центр. Ой, блин. Ребята, я шкую, конечно. Ну, пойдемте, пройдем хотя бы через здесь. Через всю. Ну, пока вроде никто не реагирует так на нас. Они вот тут живут, похоже. Смотрите, да, это палатки прям. Поворачивайте чуть-чуть на палатки. Ну да. Ну да. Здоровые такие. А, они что-то прям продают, да, здесь? Заходим. Ого, вот такой входной группы я еще не видел никогда. Вот эта квартира стоит 6700, а самая дорогая сколько стоит в этом доме? Ну, примерно. 12400. 400 миллионов евро. А самая дешевая, ну вот если я Самая начинающая, дешевая. там чуть-чуть есть. 5. Merci. Опа. Мы можем пойти пешком, можем поехать на лифте, но Давай, парадная а сколько сама по себе, она, конечно, завораживает. Вот эта скульптура 19 века маленькой девочки. 19 Получается, век. это подъезд. Это подъезд. Прямо в подъезде стоит скульптура 19 века. Да. Да. Где наша героиня? Мы вас Она ждем. спряталась. Да, мы вас пока плохо слышим, идемте к нам. Вот я-то слышу, микрофон не слышит. Идемте. Ой, здравствуйте. Ой, извините, Ой, парикмахер не пришла. Ай, а то... На меня не смотрите, Подойдемте ко мне, вы посмотрите. Здравствуйте. По сравнению с моей прической, ваша идеальная. Рассказывайте, Ну, что у вас за красота такая здесь невероятная? Ну, во-первых, вы ходите по паркету 19 века, тапочки обуйте, пожалуйста, потому что, Ваши знаете, носки я... недостойны потому ходить что- по этому паркету. Нет, потому что у вас белые носки, вдруг там какая-нибудь пылинка, соринка прикоснется, я буду тогда переживать. Вы тоже обуваете тапочки. Не останавливаем? Девушки, я дам, есть у вас, да? Парни, Вот, камера парни, работает? пожалуйста, не расслабляемся. Значит, человек, который работает реставратором в Лувре, который мне... Когда я купила квартиру, был такой ужасно серый, ужасный ковролен. Я когда-то говорю, а ну быстренько мне раз, ух ты, 19 век паркет. Камины были белой краской просто покрашены. Ну, я не буду комментировать, что они... Это катастрофа, конечно. На протяжении 300 лет этот дом посещали французские знаменитости. Вуди Аллен хотел здесь снимать фильм. Да, мы здесь принимали много посетителей. У меня несколько вопросов. Пожалуйста, какова площадь этой квартиры? Приблизительно 500-550 квадратных метров. Дом не такой уж большой. Но я живу один. Для меня площадь идеальная. Мне нужен простор, пространство. И вы его себе купили. Да, 8 лет назад. Мои зрители хотели бы, чтобы я у вас спросил, сколько вы заплатили за этот дом? Не так много. Дорого обошлось все заново покрыть золотом, отреставрировать. Мы обновили освещение. Все, что можно, позолотили. И это оказалось очень недешево. На данный момент истрачена значительная сумма. Это золото? Здесь все из золота. Это золото, а не просто... Нет, это не краска, а золото. Так же, как в Букингемском дворце, как в Версале. Я заплатил за реставрацию более 1 миллиона евро. И я еще не закончил. Так что это обходится дорого. Но это отличное вложение средств. Когда вы покупаете недвижимость в Париже, так же, как в Дубае, в Москве, то покупаете за 1 миллион, а продаете за 5. В Пале-Вивьен я не только живу, здесь и мой бизнес. Если вам нужно помещение для свадьбы, конференции, показа мод во время недели высокой моды, я сдаю помещение в аренду. Можно устроить здесь экскурсию? Да. Меня, знаете, так сильно вдохновляет, когда мы приезжаем в дома очень богатых людей, смотришь, как они живут, как они мыслят. И каждый раз для меня это такие уроки того, как принимать решения, как действовать. И я стараюсь наблюдать за тем, как зарабатывают не только люди, которые вот уже давно это сделали, а которые вот недавно стартовали, только-только начали.
И среди вот таких моих знакомых один из самых распространенных трендов, они стали продавать какие-то товары на маркетплейсах. Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и так далее. И это просто так бурно растет эта отрасль. Каждый день я вижу, что запускаются какие-то новые продукты, и стало все легче и проще туда выходить. И я очень рад, что спонсором сегодняшнего выпуска стал мой друг Лео Шевченко. Он сделал свой YouTube-канал. Он сегодня один из самых популярных каналов уже на YouTube по тому, как выходить на маркетплейсы. Некоторые его видео, они по полезности сопоставимы с платными курсами, которые другие за деньги продают. А он просто рассказывает, выкладывает весь полезный материал у себя на канале. И прям там у него можно скачать полезные файлы, вот прям с готовыми продуктами, которые можно выходить на маркетплейсы. Поэтому, если вы задумывались над тем, чтобы заняться маркетплейсами или уже занимаетесь, то я рекомендую зайти на его канал, посмотреть его выпуски, поучиться, найти какие-то фишки и стартовать свое дело в этом направлении. Либо же усилить, если вы уже этим занимаетесь. Поэтому ссылочку я оставляю в описании. Заходите, посмотрите. Абсолютно бесплатный контент с кучей полезных материалов, так что вы смогли взять, стартовать свое дело на маркетплейсах. Лео, кстати, является официальным амбассадором множества маркетплейсов. Поэтому с удовольствием оставляю ссылочку на нашего друга и спонсора в описании. Заходите, учитесь, изучайте и зарабатывайте деньги на маркетплейсах, чтобы когда-нибудь и вы стали героем нашего выпуска, и мы приехали к вам на дорогую виллу, например. Ссылочка в описании. Переходим. В Париже всегда прекрасная погода. А какая высота потолков? 6-7 метров. 6-7 метров? Комнаты кажутся пустыми, потому что во Франции проходят крупные мероприятия, посвященные Наполеону. И на следующей неделе сюда вернется множество артефактов, связанных с Наполеоном. Картины, мебель, фарфор, ювелирные изделия. В следующий раз здесь будут различные памятные предметы. Здесь, например, будет огромный портрет Наполеона, бюсты, посуда и так далее. Поразительно. А зачем вы это делаете? Какая у вас мотивация? Моя мотивация — быть как Наполеон, быть счастливым. Я счастливчик, счастливчик. А привет, а вы говорите по-английски? А вы говорите по-английски? Нет, нет. А вы говорите по-английски? Конечно. Oh, hello, hello. I'm good, good. Как Yeah, вас what's your зовут? name? Эмджи. NG? Yeah. Можно Could с вами we talk with поговорить? you? Можно с вами Like, поговорить? for video, Для видео, like for для YouTube? YouTube. Вы снимаете видео для YouTube? Нет, извините, нельзя. And what is it? What is the А что place? здесь такое? Что What это is за this место? place? What is it? У вас здесь вроде Like городка? city? Это вроде, как сказать, просто такое пространство. Okay. И And вы you здесь live here? живете? Нет, только что сюда пришли. А для меня это не опасно? Нет, не опасно, но лучше не снимать. Не снимать. Понятно. Окей. Уходите туда, вот далеко-далеко, вот прям к тому дереву, который... Вот прям туда. Чума. Это вот так вот выходишь Да. с кофеечком, чайком. Нет, я присаживаюсь. Зингер, машинка 19 века. Посмотри, Павел, сюда. Потом пусть снимут. Это очень важный момент. То есть 19 век даже на балконе у меня. Мгм. Ох. Видите? Опуститесь. Не-не, ну, Зингер. Да, вижу. Зингер. Вот сюда при колодце так поставить, у колодца бокалы. Ну, давайте у меня попробуем, и поднолы. присаживайтесь. Мы должны попробовать это. И Присаживайтесь. что, покурить? Не, Мама не, будет курить ругать. нет, мы в Мама кадре не будет курим. ругать. Сидишь такой, значит, и Да. смотришь на Эльфию башню. Надо серебряный стул еще вот сюда третий. И вот так ножкой, так раз, батманы. Извините. Да, вот это вот, кстати, я так замаскировала. Мята, Мгм. розы. Короче,
видите, какая красота у меня. Ой, Вам понравилось, я вижу. потому Мне что очень, конечно, у вас нравится. очень хороший вкус. Ну, у меня есть вещи, которые меня очень интересуют. Мгм. Вы живете в центре Парижа. 25 лет. 25 лет. Да, У вас из окна вид на Эйфелеву Эйфелеву башню, конечно. Похоже, что вы в жизни смогли реализоваться. Достаточно хорошо. Так Бог дал. Так Бог дал. Нет, ну это, конечно, большая работа. Это еще с детства, по-моему, в 10 лет я уже была 10 рублей заработала Снегурочкой. Работать. Единственный совет. Больше ничего. Много книжек читать. Учиться. У меня 3, 4. То есть одни пятерки. У меня все красные дипломы. И когда ты не спишь, не завидуешь, когда ты... Я так радовалась, когда я первый раз машину видела в Москве, женщина за рулем. Думаю, боже, какая прелесть. Я тоже. Знаете, Бог... Ведь ни один волос не упадет с головы без воли Божьей. Понимаете как? Вот я считаю, что мне Бог дал. Да, мне купил эту квартиру мой брат. Это наша семья. Это мама, я старшая сестра, мой брат младше на 5 лет. Он очень, очень хороший. Он решил, что когда мама, маленький ребенок, знаете, как-то во Франции не принято, что мужья там что-то покупают или что-то дают. Не встречала я таких. Мгм. Как-то вот говорят французы, мужчины. Я не хочу эту тему развивать. То есть я разошлась со своим французским мужем, который живет благополучно там в Лионе, там на Кот-д'Азюре, там, неважно. Ага. Я никогда ни на что не претендовала, не завидовала. Я только любила и только... Вот я эту квартиру, я ее так люблю. Вы говорите по-английски? Вы говорите по-английски? Окей. Ну чё? Окей. Окей, пойдём. Спасибо, Thank you. спасибо. Так, нам подошел парень, сказал, что у нас могут быть проблемы. То, что мы с камерой, нас могут побить и их отобрать. Поэтому мы лучше сбоку обойдем все это добро. Блин, это, конечно, адреналин добавляет немножко, да? Фу. Ой, блин, как воняет, жесть. Там надо пойти, где ближе полиция, на всякий случай. Каждый раз, когда в таких местах оказываешься, здесь прям страшно конкретно. Их очень много, потому что, если что, тут человек 300, наверное, да? И с ними ничего не сделаешь. Если они вдруг разозлятся, им не понравится, что мы тут с камерами, то все, шансов нет. Gaspia, wallah, crazy, tot. Дорога. Пойдем быстрее. Пойдем. Меня пытались камень 3 раза кинуть. Я держу с бутылкой. Пойдем скорее. Anyway, running. Супер воняет. Что скажешь? Ты видел, кто меня камень кинул? Меня 3 раза кинули, 1 раз бутылкой. Он не докинул. Он тебя просто прогоняет. Я люблю искусство, связанное с Наполеоном Бонапартом. И я считаю, что Наполеон — это лидер того же масштаба, что Кеннеди, Томас Джефферсон, Франклин Делано Рузвельт. И, по-моему, нам нужен лидер. Но с лидерами нового времени большая проблема. Стоит кому-то стать лидером, и его начинают называть фашистом или диктатором. Мне нравится Дональд Трамп, потому что он был лидер. Мне нравится Путин, потому что он лидер. И я не люблю Макрона, потому что Макрон не лидер. Он никто. Но в данный момент миру необходим лидер. Нужен человек, побуждающий народ к действию, вдохновляющий нации, ведущий за собой массы.
А сейчас в Европе это большая проблема. Вожаков нет. А здесь мой кабинет. Здесь я держу самые ценные артефакты. Это очень ценный портрет Наполеона. Этот флаг принадлежал принцу Монако, и я купил его у Альбера, принца Монако. Это с битвы при Ватерлоо. Это бюст Наполеона. Таких в мире только два. Второй в Лувре. Это картина работы Давида. Огромная. На этой картине изображен замок в Валансе, подаренный Наполеоном Толейрану. Это было любимое место отдыха императора. Другие предметы принадлежали маршалам Наполеона. Это шляпа Наполеона, которую он носил на острове Святой Елены. Подлинная? Да, здесь все подлинное. Давайте продолжим. Хорошо. Наполеон — это суперзвезда. Хорошо. Прекрасная миниатюрная статуэтка Наполеона. Великолепная. Очень ее люблю. Сексуально. Людям всегда хочется понять, как можно добиться такого успеха, как у вас. Потому что многие посмотрят это видео, увидят, в каких условиях вы живете, сколько у вас денег, и скажут: «Вау, и я так хочу». Но они не знают, что для этого нужно делать. Поделитесь вашей стратегией успеха. По-моему, чтобы достичь успеха, скрестим пальцы, чтобы не сглазить, надо быть собой. Наполеон говорил: «Воображение правит миром», то есть мечтай и достигай. В мире нет ничего невозможного. Уолт Дисней говорил: «Мечты сбываются». И его мечта осуществилась. Моя мать была в молодости моделью, а потом она не работала. Мой отец был журналистом, и у него был небольшой бизнес. И я рос в окружении людей с телевидения, творческих людей, артистов комедии. И я себе говорил: я тоже таким стану, и у меня все это будет. Человек может достичь всего, если есть цель, вдохновение, энергия. Так, вы мне пишите в комментариях, что наткнулись на наше видео, подсели, смотрите одно видео, второе, третье, все выходные, часами, ждете новых выпусков. Для нас это очень приятно. И я понял, что никогда не рассказывал вам о том, какую же идею мы закладываем в то, что мы здесь снимаем. Идея в следующем. Мы приезжаем в разные страны и путешествуем по всему миру. И наша задача в каждой стране снять не одно видео, а сразу 7, 8, 9 фильмов. Такой сериал. В каждой стране мы стараемся найти уникальных людей с фантастическими результатами, с интересными сюжетными историями. Так, чтобы вы могли через наши фильмы познакомиться со страной полностью. Нам кажется, что про любую одну страну снять только одно видео, как будто бы недостаточно. Потому что можно с разных ракурсов и с разных тем, и с разных людей ее изучить. Поэтому каждый раз, заходя на наш канал, вы можете посмотреть, какой сейчас идет сюжет про какую страну. Потому что мы путешествуем, изучаем новые миры и хотим вместе с вами понять, как же устроена современная наша планета, и познакомиться с такими уникальными людьми. Поэтому, кто из вас любит наш контент и хочет с нами быть поближе, у нас есть отдельный телеграм-чат. Я ссылочку оставляю в описании. Там мы раньше всех выкладываем анонсы новых видео, фотографии с бэкстейджа, опросы проводим, что снимать дальше, куда ехать дальше. Поэтому, если хотите с нами чуть поближе пообщаться, заходите к нам в телеграм-чат и давайте вместе дружить. И продолжаем просмотр. Что еще важно? Вот это вот были зубцы. Я когда посмотрела, думаю, что это за клыки акулы или что это такое? А он мне говорит: вы не делайте, вы вызовите мастера,
который сделает дерево, который вот так вот в стиле, но когда индивидуальный газ вы поворачиваете, час-полтора, у меня стены горячие. Ну, это тоже литография из Лувра, чтобы вы не сомневались. Вот эти. Сколько, какая здесь Вот площадь? эти, 250. 248. 248. Но они, знаете как, они не учитывают вот этих Стены промежутков. Там это тоже. Они идет. не учитывают, допустим, они только до камина. Ну, извините меня. Вообще-то это 5 250. действующих каминов, да? Все действующие. И все 5. Все. Ой, это такая квартира, я вам не могу передать. Я не могла родить ребенка. Ну, у меня сердце. И пейсмейкер, и клап. Эта квартира даст все. И ребенка, и деньги, и благополучие, и покой. Вы чувствуете, какая тишина? Утром птички, правда, поют. Вы построили карьеру актрисы в России. С детства театральная студия при Народном театре, потом это, потом один город Киев, второй Харьков, третий Москва, Академия ГИТИС, красный диплом, прототип Светланы Алексеевича «Войны и женское лицо» с Еленой Аврамовной Быстрицкой, царство ее небесное. Знаете, если бы, наверное... Да, я не знала ни ресторанов, я не знала, потому что я училась в библиотеке, мне было более интересно. Спала по 2-3 часа в сутки, потому что ну, надо было много читать, сдавать на пятерки. Ну, мне так хотелось. Я понимала, что... Ну, я понимала, что так нас бабушка учила, так в семье было, что когда ты трудишься, тебя Боженька видит, и он тебе дает. Когда ты живешь вот так вот, готова всем помочь, всех обнять, всех обязательно посоветовать, что почитать. Знаете, в жизни ведь как происходит? То я ученик, кто-то для меня профессор. Вот я слушаю вас, открыв рот, допустим. Вы мне до этого там что-то говорили, я, я этого не знаю. Потом я что-то говорю, вы тоже, наверное, да? Вот такой идет перекат энергии. Но мы можем разговаривать с вами на одном языке, когда у нас есть база, когда мы знаем, о чем говорить. Да, это наше субъективное мнение, но когда мы много читали, когда мы много трудились, когда нам не стыдно смотреть людям в глаза, когда мы... Кратко хочу сказать одно, что все в жизни, ничего так просто не бывает. Ни квартиры, ни машины, ни карьеры, ни бизнесы, ни даже детей не дают просто так. Вот Бог тебя видит, буквально все, трудиться надо. Знаете, ну, как бы не смешно это звучало, учиться, учиться и учиться, это никто не отменял. Ну, смотрите, вы Работать, все это рассказываете, и вроде Да. логично. Надо трудиться, учиться. Да, Но вот да. у вас посмотришь, Да. у вас много энергии. А кто-то скажет, ну, а у меня нет столько. Вот где ее черпать? Вы знаете, утром поют птички в 5 часов утра. Я просыпаюсь, у меня слезы идут из глаз. Я так счастлива, что я глазки открыла. У меня пейсмейкер, у меня клапан металлический, у меня ноги. Мне 38, 39 уже, наверное, операции. Но я каждый раз благодарю Бога. Листочки. Ой, ну надо же, уже цвет поменялся. Боже, мне 64 года. А мне кажется, ну, извините, я сегодня там без прически, там без... неважно. А мне кажется, что, Господи, да спасибо большое, глазки утром открыла. Это значит, я помою полы. У меня никто не моет полы. Я сама. Видите, какая чистота? Да. Я люблю. Я все, к чему прикасаюсь, люблю. Работать люблю. Подавать люблю. Вот сейчас приготовлю вам кофе с любовью. Вот во все вкладывайте душу. И придет обратный ответ в виде. И все мечты сбываются. Только, пожалуйста, не мечтайте как-то на уровне пойти бутылку купить, бухнуть. Класс, да? Не-не-не-не. Летайте высоко. Мечтайте очень-очень. А как это в детстве, принц? Да, у меня в друзьях. Вот тут вот, рядышком один принц. Там еще принцы. Это мои друзья, которые приходят ко мне домой на мой украинский борщ, который я очень вкусно готовлю. Картошку жарю. Они такого вообще поют песни, ведь такого не видали. Все делайте, пожалуйста. Вот живите вот на полную, катушку называется. Вот если что делаете, вот не делайте вот так чуть-чуть и типа так, там выгнали это. А вот
Я не знаю. Это моя жизнь. Это я так живу. Вот смотрите, кто-то посмотрит и скажет, ну понятно, она вот от природы Нет, такая, нет, она от нет, природы такая, нет, ей все нет, дано, поэтому Нет, она когда способна. ты приходишь, я не знаю, я сначала пошла от баскетбола, рост у меня был хороший. Что-то как-то однообразно, раз, забил, там поаплодировал. Не, что-то не то. Бассейн, ну да. Ну, немножко холодно, я худая очень была. Ну, мы так плохо жили очень. Ну, как бы и поесть толком не было, и одеться. Не. И когда я пришла в театральную студию, ой, и танцуют, и поют, и история театра, и это в комплексе. О, мое. Каждый, я не знаю, ну вот где вы счастливы? Вот каждый найдите, вот что вам хорошо. Может, беляши лепить вам счастье большое, а я не умею. Или я приду у вас, научусь. А вы знаете, а мне хорошо вот кого-то остановить дверцу, открыть и повести. И заработать деньги. Мгм. Есть, которые проходят и говорят, посмотрите налево. Кто-то говорит, посмотрите налево, например. Я думаю, мимо кассы. То есть так, ну не надо заниматься тем. Оно не принесет ничего. Ни тебе счастья, ни удовольствия, ни здоровья, ни другому удовольствия. Делайте все, пожалуйста, на полную катушку. Ну вот с открытыми вот такими вот крыльями. И как можно выше, больше мечтайте. И все мечты сбываются. Все, вот буквально все. Мне сейчас кто-нибудь скажет, боже мой, ну надо же, какую чушь, ерунду говорит. А вы попробуйте. Меня 3 раза кинули, 1 раз бутылкой. Я говорю конкретно. Вот прямо мы сейчас шли, и они увидели, что мы с камерой, вот таким булыжником начали херачить, короче, в нас. Это было очень страшно. Они, видимо, некоторые спокойные, не опасные, а некоторые прямо агрессивные. Просто им не нравилось, что мы стоим с камерами, и прям за нами чувак погнался вот такими булыжниками. Фигачил, еле повернулся, прям мимо меня камень пролетел, не дай бог, бы в бошку попал. Поэтому мы лучше сматываем удочки. В общем, здесь ни с кем не особо получится пообщаться. Короче, не приезжайте в такие районы, друзья. Я конкретно обделался. Вот в середине дня. То есть, что, для понимания, сейчас 16:00. 16:15. То есть, видите, на улице светло еще, ничего нету. Я не знаю, ночью тут вообще, если ты придешь, тебя не знаю, что с тобой будет. Хотя, в принципе, может и нормально. Может, именно из-за того, что камеры, они такие агрессивные. А если ты придешь покупать в них что-нибудь, может, они не будут такими злыми. Хотя, кто знает. Я бы не стал рисковать все равно. Настоящее гетто такое современное. Поехали скорее. Друзья, поскольку вы пишете в комментариях, что вам нравится то, что мы делаем, нравится наш контент, хотя, конечно, не все, некоторые ругают, но тоже нормально бывает. Так вот, поскольку мы снимаем travel, ездим, путешествуем, то вообще-то вы должны знать, что это сделать нелегко. Нужно организовать перелеты, проживание, пропитание, операторы, меня привезти. Всем все это заранее нужно со всеми договориться. Работа большая, поэтому напишите в комментариях, как вы благодарите нашу команду, потому что они будут видеть, что вы цените труд всех. А то пишешь, что Паша молодец, что Паша, я вот столько вопросов задаю, а все остальное делают умные люди. Так вот, и каждый раз, когда мы приезжаем в какую-то страну, нам нужно где-то жить, потому что это все стоит очень недешево. Но в каждой стране появляются люди, которые нас выручают. Да? Ну, куда вас девать? Спасибо тебе за это большое. И так вот. И такие люди занимаются не только благотворительностью, но и делают еще прекрасные проекты. Ты вот что, например, делаешь? Я занимаюсь недвижимостью уже достаточно много лет. Вместе со своей командой подбираю элитные объекты недвижимости в Париже и округах. То есть если люди хотят купить дорогую элитную недвижимость в Париже, например, то это к тебе. Только ко мне. Супер. Ну, ссылочку мы, конечно, оставим. Заходите, посмотрите, напишите и можете обратиться, если вам нужна дорогая, крутая недвижимость. Это никакая не реклама. Сразу вам говорю, а то пишите, у вас реклама. Это не реклама. Это благодарность за то, что люди нас поддерживают и помогают. Поэтому, если в вашей стране вы тоже хотите нас поддержать, напишите нам. Мы всегда будем только рады с вами дружить и, может быть, познакомимся. Продолжаем просмотр. Что за район ты нас привел? Это Сен-Дени, Базилик. Чем он так знаменит? Почему мы здесь? Знамениты здесь, потому что здесь все, которые не работают, ничем не занимаются, они здесь просто наслаждаются жизнью, грабят людей, палят машины и занимаются всем, чем хотят.
Вот эти ребята, которые сзади нас, они опасны? Да, они могут сейчас подойти, просто почистить карманы или продать тебе пачку сигарет. То есть бывают разные ситуации. А что значит почистить карманы? Ну, вот незаметно. А, оборовать. Оборовать. То есть они не силой, не угрожать будут с Нет, ножом? нет, они могут оборовать. Там, Да. да, вот так? Да. То есть надо аккуратно держать Да. свой... Телефон, они могут все, что угодно украсть у тебя. Все, что у тебя в кармане драгоценное есть, могут снять и убежать. А почему здесь только вот темнокожие такие ребята? Они выбрали этот район, и поэтому здесь все заселились. Они здесь создали как свой мини-городок Сан-Дени, в котором они в основном здесь находятся. Здесь в основном все темнокожие. Окей. А что, расскажи пару историй, что здесь с тобой происходило? Лично со мной не происходило, но вот с моим товарищем, вот у него прямо вот возле машины хотели украсть телефон. То есть они нагло открывают машину и достают просто телефон, и все, это для них это нормально. То есть взять, вот будет здесь велосипед где-то на улице, они просто могут взять, сесть на него и уехать. То есть они не в шутку сейчас спросили, наш ли это велосипед Да, стоял? да, потому что они... Ну, для этого нормально, для Сан-Дени это нормально. Здесь такие случаи были, что просто машины подпаливают. Ну, вот просто не понравилась машина, они шли там пьяные, взяли, подпалили машину, развернулись и ушли. То есть вот на Базилике это очень часто. Поэтому те, кто живут на Базилике, они машины паркуют где-то на стоянках платных, либо у себя во дворе. Если двора нету, ну, здесь очень много, часто ездит полиция. То есть они постоянно патрулируют этот район, потому что этот район считается один из самых опасных. Это портрет Наполеона Буанапарта кисти Давида. А это вам будет интересно. Этот стол принадлежал маршалу Мюрату, королю Неаполя. Затем стол попал в посольство России. За ним работал посол Александра I. На задней части стола царский герб Александра I. Это мой офис. Наш с царем стол. А здесь портрет Людовика XIV, потому что этот дворец построил его министр финансов Кольбер, Жан-Батист Кольбер. Это была его приемная. В те времена самая важная приемная во Франции. Живопись на потолке XVIII века. В основном это начало XVIII, конец XVII века. Многие из тех, кто будет смотреть наше видео, а это более миллиона человек, сделают вывод. Все, что у него есть, наверняка перешло к нему от родителей. Это так? Вовсе нет. Вы это приобрели сами? Да, потому что моя мама была лишь моделью в модном доме Сони Рикель. Конечно, она там зарабатывала, но не так много. А отец был журналистом. Моя семья принадлежала к среднему классу. Я выходец из среднего класса. Но видите ли, когда вкладываешь душу, всего добиваешься. Я усердно трудился. Мой рабочий день начинался с позаранку, и я очень поздно ложился спать. Я испытал много сложностей и лишений. Теперь моя жизнь, конечно, стала легче, но мне нелегко жилось долгие годы. Я купил это здание, потому что взял банковский кредит. А французское законодательство в отношении заемщиков очень жесткое. Мне пришлось многим пожертвовать, чтобы оплачивать ипотеку. Я был вынужден продать некоторые артефакты. Теперь я делаю новые инвестиции, чтобы повысить стоимость и возместить свои затраты. Это весьма сложно. Не следует думать, что вам все легко, раз вы живете во дворце, и у вас, например, такие дорогие часы. Ничто само не плывет к вам в руки. Это вовсе нелегко. Золотым парнем становишься не потому, что с рождения купался в золоте. Конечно, приятно иметь деньги, когда их заработал. Может быть, потом я решу. Я хочу купить маленький домик, не такой дворец, где я мог бы потом поселиться. Я хочу быть независимым. Мне 52 года. Я решил быть счастливым, вести приятную, интересную жизнь. Я веду телешоу,
Пишу песни, снимаю клипы. В следующем году я планирую создать театральный спектакль одного актера, посвященный Наполеону. Я хочу иметь возможность творить. Деньги для меня не самоцель. Недалекому человеку может показаться, что главное — это зарабатывать. Но для меня это скучно. Мне нравится путешествовать, полететь в Нью-Йорк, чтобы сходить там в театр. Я предпочитаю изысканный обед с хорошим вином. Я люблю жизнь. Я люблю жить. Люблю жизнь. Жизнь — это так важно. Я могу сказать тем, кто будет смотреть это видео, жизнь — это так важно. Не работайте много. Друзья, чтобы эти выпуски происходили, нам нужно совершить какое-то невероятное количество событий, чтобы у нас была машина, чтобы у нас были апартаменты, чтобы у нас было где жить. И поэтому каждый раз есть люди, которые нас выручают и помогают. Например, Ян. Он все дни возил нас на этой чудо-машине, чтобы мы успевали приезжать вовремя, всегда и везде. И мы под этим видео оставляем ссылку на сообщество Яна, где собираются тысячи людей, которые хотят куда-то эмигрировать, куда-то переехать, в частности во Францию или в Париж. И вы можете там найти любую поддержку, помощь, ответ на свои вопросы и найти в том числе единомышленников, ну, если вдруг вы хотите переехать во Францию. Поэтому ссылочку оставляем, а тебе огромный респект. Спасибо тебе. С удовольствием. Зеленый мрамор, фиолетовый мрамор, персиковый мрамор. Это 5 каминов. Так, смотрю, что ж это такое? Думаю, но я ж потом сделаю индивидуально, задекорирую все в стиле Луи Канс, естественно, и там все. И вдруг я останавливаюсь, все было, буквально все этих ангелов, любимых моих. Вот представьте, я говорю, мне мурашки по телу. Ангелы с корзиной цветов, ангелы с козлом, это же вообще удача. Это же ангелы, которые, ну, ангелы в этой квартире. И что, они были все понимаете? спрятаны? Они были вот так вот, ну, знаете, когда небрежно забросали красками. И этот реставратор из Лувра, знаете, не дядя Вася, не Убочка, реставратор великой категории, который работал у меня субботу-воскресенье. И он мне говорит, он зашел, говорит, произведение искусств. Произведение искусств. Станьте сюда, вот позиция вот так моя. Так, что? Вот так вот. Ага. И смотрите. И Вы что? видите? Что вижу? Вы видите, что это Луи Канс, что это единственное в мире, даже в Версале нет. Тут мастер работал лучше, чем в Версале. Где вы видели такие яблоки? Это просто, как вам сказать? Сейчас Яблоки? я набираю. Яблоки. Яблоки. Яблоки, которые свисают. Ну, я их не стала говорить, что разрисуйте красные или какие. Вот они желтые, да? Вот они такие. Вот эта геральдика этого генерала, любимого, это было сделано для любимого генерала. Сделано с любовью, начиная от бронзовых, открывается, бронзовые, как в крайоне, кстати. Угу. Вот эта точечка зеркала 19 века. Я могу точно только найдется радоваться. кто-нибудь, Конечно. кто напишет, что Скажет, ой, она она там... пришибленная, она богатая. Да какой богатая? 9,90 стоит вот этот катон платье. Вот и все. Тапочки 15 евро. Все. 25, 4,99. Ну, неважно. Не этим ценят людей, в чем у вас там, сколько стоит у вас хороший свитер. Вот. Не это главное. Главное, вот я смотрю вам в глаза, и вы понимаете, что я говорю правду, честно. Я так учила сыночка, я так учила, как учила? Ну, как бы своим примером. Ну, вот так вот. Ну, вот если ты пришел, ну, что ты сидишь, штаны протираешь? 100 из 100, 20 из 20, ну, тут оценки такие, ну, как бы 5 из 5. Вот я приходила, беру билет, отвечаю без подготовки, чтобы другие посписывали, успели. Всегда первый раз. И начинаю с профессором. Почувствовал, вот это ему нравится тема. Я как развезла, чтобы все успели шпаргалки передать, там это, чтобы тоже стипендию получили. Знаете? А я получила повышенную, 46. Трудиться. Но да, бывало, ночью не спала. Потому что надо было прийти и удивить педагога по зарубежной литературе. Такая была. А я говорю, а я сейчас прочитаю. Я знала, что она не прочитала. А я выучила. И я ей Сапфо, 5 век до нашей эры. Как это? И она мне 5. А она так не хотела. Может, даже не хотела. Но это
как сказать, ну, сколько ты отдашь, Мгм. столько ты и получишь. И 5, и 100. И понимаете, о чем я Да. говорю, да? То есть, пожалуйста, не... Ну, будьте щедрыми. Ну, будьте с Богом, самое главное. Но не забудьте. Ангел мой, идем со мной. Ты впереди, я за тобой, выходя из квартиры, сказать. Это так легко. Отче наш выучить. Поблагодарить Бога. Птички. Вышла на балкон Эйфелева башня. Ну, уже, знаете, ну да, Эйфелева башня. Ну, стоит, стоит. Ой, там цветочек. Ой, а там в этом озере, там же озеро у нас есть, вот такие рыбы. Раз. О, Боже мой. Боже, травка уже такая молодая. Или она уже, да, о, да. Листочек ко мне на балкон залетел. Это же мне как вот оттуда знак. Хороший человек, или птички прилетели. Ну, не знаю, как это объяснить, ну, не знаю. Я хочу просто, чтобы все-все-все удача, здоровье, счастье, любовь, благополучие, исполнение всех-всех-всех желаний. Только, пожалуйста, мечтайте и не сидите. Знаете, никто к вам. Кто стучится, тому откроют. Не бывает так, что. А вот у него так. А почему же у меня не так? А ты подумай, почему. Но насчет того, что здесь стреляли, я это слышал. То есть я здесь недалеко жил на Сен-Дени, то есть здесь даже были слышны выстрелы. Здесь очень много, если открыть интернет, на Сен-Дени происходит всяких происшествий. То есть где-то на метро кого-то пристрелили, где-то кого-то подрезали. Очень здесь смертность повышена из-за того, что здесь убивают периодически. Но вот они все ходят здесь, как будто по телефону что-то продают, что это наркотики? Да, здесь наркотики очень часто продают, то есть это марихуана, амфетамин, кокаин. То есть на Сан-Дени наркотики продают. Вот так вот можно сейчас подойти, кто продает сигареты, спросить у него марихуану, он тебе скажет, да, есть марихуана. То есть это не вопрос. То есть, в принципе, это основной его бизнес, наверное. Да, да. Вряд ли он на сигаретах что-то зарабатывает. Это. Да, это просто не прикрывается, и сигареты они тоже здесь прячут. Сколько было ситуаций, я вот проезжал мимо и вижу, как эти сигареты они прячут в почтовых ящиках чужих, то есть блоками, так, чтобы полиция их не увидела. Они просто держат пачку сигарет, а когда ты у них просишь блок сигарет, они пойдут в почтовый ящик чужой, достанут оттуда блок сигарет и дадут тебе. То есть вот такие вот ситуации. А где они находят эти сигареты? Даже не знаю, они где-то печатают их здесь или что, но сигареты... Какая-то фабрика своя подпольная. Да, где-то подпольная фабрика, кто-то этим заведует. Ну, вот я смотрю, вот девушек тут особо, так сказать, не увидишь, в основном мужики. То Да. есть, если одна девушка будет гулять, там к ней могут приставать. Конечно, конечно. Могут приставать, могут позвать себе домой толпой. Всякое может быть. Ну, в этом районе девушки не гуляют. Мы с Это тобой- еще здесь не позднее время, Мгм. поэтому Сейчас еще еще мы более-менее в нормально. безопасный период. В безопасный период мы попали, потому что самый опасный период начинается уже час ночи, 2 ночи, которые уже реально полон сил, которые уже под наркотиками, и они уже не понимают, что они делают. Но ты когда нас сюда вез, я думал, что здесь будет куча бомжей валяться. Никого нет? в Нет, принципе? бомжи здесь не валяются, у них здесь есть такие правила, вот если они там живут друзьями, компаниями, то есть одни идут, занимаются там на улице, движнячат, отдыхают, ходят по клубам здесь, что-то Здесь чудят. клубы есть? Да, здесь есть местные клубы, их бары, их забегаловки, то есть как и везде. И там в основном они обитают, там где черные, там и черные обитают. То есть, ну, здесь не найдешь ни одного француза вообще в Сан-Дени. То есть здесь французов нету, и, наверное, мне кажется, никогда не было. Но вот если мы в этот клуб сейчас пойдем, там классно? Не знаю, я по клубам не хожу, поэтому... Не в рискуешь? курсе. Не. Просто- Я семейный человек, откуда мне клубы? Я по клубам не Или хожу. там прилететь просто может случайно? Не, прилететь не может, но если заставят тебя выпить, то придется выпить. Давайте представим вас нашим зрителям, которые про вас ничего не знают, потому что наши видео смотрят во всем мире. Расскажите, чем вы занимаетесь? Расскажите о своих проектах, бизнесе, о вашей карьере, о том, как вы нажили свой капитал. В следующем году я хочу организовать выставку, посвященную Наполеону, которая пройдет в разных странах мира. В прошлом году я был в Дубае, и мне хотелось бы организовать там выставку о Наполеоне. На следующей неделе я еду в Монако и проведу деловые встречи в княжестве Монако. Проведу переговоры, так как я хочу организовать выставку в княжестве Монако. Я организовал выставку в Пекине, которую пришли посмотреть почти 3 миллиона человек. Я провел 12 выставок в США. Меня принимали в Белом доме.
В Америке и в Пекине я стал знаменитостью. Благодаря мне там познакомились с Наполеоном. Точно о своих планах я пока сказать не могу. Мне 52 года, и я буду принимать решения в последующие годы. Я не хочу, чтобы следующие 20 лет прошли для меня впустую. Кто знает, что там в будущем. А может быть, я доживу до 96 лет, как английская королева. Правда, когда тебе 96, в твоей жизни уже нет места сексу. Кушаешь ты чуть-чуть. Это конец игры. Game over. А в 70-75 лет еще можно жить в свое удовольствие. И я не хочу зря потратить следующие 25 лет. Я правильно понял, что в прошлом ваш бизнес состоял в организации выставок, посвященных Наполеону? Да, по всему миру такое возможно. Дело в том, что я никогда не видел, чтобы кто-то заработал состояние на организации выставок. И я уникален. Я совершенно уникален. Никто не совершенен, а я приближаюсь к совершенству. Я особая личность. Моя первая крупная выставка в Америке прошла в 2004 году в Национальном географическом музее в Вашингтоне. Она собрала 50 тысяч посетителей. После этого я провел весьма много выставок в Пекине, в Канаде, в Германии. Я хотел бы привести свою выставку в Россию. У меня есть заветная мечта устроить выставку о Наполеоне в Москве. Как к вам пришла эта идея организации выставок, посвященных Наполеону? Откуда она взялась? Когда я был маленький, у моих родителей были знакомые, которые организовали выставку, посвященную жене Наполеона, Жозефине. И это впоследствии навело меня на мысль создать экспозицию и делать выставки, посвященные самому Наполеону. И я подумал, если они устраивают такие выставки, почему бы мне этим не заняться? И эта мысль пришла вам в голову еще в детстве? Да. Когда вы были ребенком, вы задумали провести выставку, посвященную Наполеону, и вы посвятили этому всю жизнь? Это было весьма непросто, так как для этого нужны деньги. Такое дело требует вложений. Но это фантастически увлекательно. Ты путешествуешь по всему миру. Первую свою выставку в Америке я провел почти 20 лет назад. А когда я был в Австралии, в Мельбурне, я познакомился с Михаилом Горбачевым. Такое приятное знакомство. Горбачев мне понравился. Удивительный человек. Меня очень огорчило известие о его смерти, пришедшее 2 недели назад. Странное совпадение. Оба скончались, и Горбачев, и английская королева. Горбачев был гораздо более значим, чем королева Елизавета. И у нее были такие пышные похороны. При ней Англия лишилась 90% своего могущества. Англия потеряла 70% своих территорий. Честно говоря, это катастрофа. Но это так, фольклор. Это не бизнес. Да, я считаю, что Наполеон — это суперзвезда мирового масштаба. Посмотрите, Луи Канс, вот Луи Канс, вот, я ожидала этого стола 9,5 месяцев, ручной работы, единственный, такого размера, как надо. Комод. Здесь человек живет, а не мебель живет, как везде всюду. Мебель, вонь, грязь и прочее. Под каждым сиреневым, вот, это место для этого стульчика, это. Это так заходят, обслуживает и туда выходят. То есть это квартира произведения искусств. Я, конечно, билеты не продавала, как музей. Сейчас немножко поговорим не про вас, а про других людей. Да, Вот с удовольствием. давайте представим, Да, что вот есть человек, который смотрит это видео, да. слышит ваши фразы Мгм. и говорит, ну, это все понятно. Это я уже слышал 1000 раз. В книжках везде это написано, все по кругу одно и то же повторяют. Ну, есть такое слово «успешный успех». Верь, все будет хорошо, мечтай, трудись, и все будет. И он ты слышишь, говорит, ну, это не работает. Вот представьте себе такого человека, вот вы бы ему что посоветовали? Вот он сидит и говорит, ну, это понятно, очередное видео, где очередной раз говорят, мечтай, люби, будь щедрым. Это ж не работает. И в Работа коммен- и в- работает. Работать надо. Не знаю, может, над собой. Может быть, просто идти Давай так, работать. Вот, Как вы думаете,
Да. Как вы Да, думаете, в чем да. этот человек ошибается? В чем он не прав? О, как нудный. Какой нудный человек. О, как он не понимает. Может, найти своего духовника, может быть, найти своего человека, которому... Ведь я для него чужой человек. Он мне скажет, ну, какая-то сидит там, еще и 25 лет прожила в Париже. Я сейчас возвращаюсь, кстати, на родину. Я понимаю, что я неубедительна. Я понимаю, что я такая, как все. Ну, а какая я могу быть? Я ж не с другой планеты, извините меня, чтобы там прийти Нет, он просто молоточком такой человек говорит, и что ему ну, это все не сказать вот работает, это все не работает. Ну, как же не работает? Ну, как же его убедить? А как бы вы убедили его? И я для этого снимаю этот фильм. Мгм. Да. Сейчас что-нибудь... Давайте кофе попьем чуть-чуть. И я этот самый... Знаете, наверное, первое, что приходит в голову. Наверное, знаете, от того, что так много всего, не бойтесь отдать. Никогда не вот ну, не надо вот так вот со скептицизмом. Не вот так вот, это не работает. Работает, 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 работает. Абсолютно точно. Вот в этом я несдвигаемая абсолютно. Ох, если бы мне этот человек попался, я бы с ним поговорила. Только мало времени, понимаете, вот сейчас. Что бы вы ему сказали за 30 секунд? За 30 секунд? Как Черчилль сказал сегодня, он говорит, знаете, везение. Да, согласна. Удача, согласна. Будьте здоровы, я бы сказала ему. Любите и будьте любимыми. Понимаете? И сказала бы гораздо больше бы, конечно. У нас 30 секунд закончились. Ой. Знаете, жизнь – это такой Божий дар. И так каждое мгновение. Ведь я не знаю, что произойдет через 2-3 минуты, через 5. Может, я с вами разговариваю через... Ну, на полусловие я умру. Мы же не знаем. Там тромб, шурумб, я же не медик. Я просто актриса, режиссер, педагог, человек, женщина, мама, сестра. Вот постарайтесь, пожалуйста, вот это так вроде бы много перечисляется, но это я друг. Это, знаете, вот постарайтесь вот так вот посидеть как-то, может, в тишине, может, с мамой, любимым, родным человеком. Если вы так не любите, не знаю, может быть, просто поговорите. Я иногда подхожу к деревьям, обнимаю и говорю, Господи, березка там. Я скучаю, естественно, очень. Это не просто слова. Может, самому, как говорят, само с собой, с умным человеком, типа, поговоришь. И вот постарайтесь поверить мне. Здоровья. Очень, очень жаль, что я не могла убедить кого-то, вот искренне, честно. Мне очень-очень жаль. Но я думаю, что если он уже просмотрел, прослушал вот это, как бы он, может, подумает, и может произойдет чудо. Какую самую страшную историю ты слышал про этот район? Здесь было в центре Базилика перестрелка, и в районе 6 человек было смертности. В центре Базилика. Как там, банда на банду? Да. Что-то не поделили. Ну, может быть, наркотики, а может быть и сигареты. Там уже полиция знает и те, кто разбирались. Ну, спасибо, что ты привез нас сюда. Их много, смотри, у нас это... У меня оператор, конечно, серьезные ребята. Бонса. Ну, давай с ним пообщаемся. Все, excusez-moi. Ici... No. Ici reportage. No problem. Репортаж. Oui. Moi, je comprends pas anglais. No. Вы говорите по-английски? Нет? Франце? Тогда на французском. Это мой друг. Он снимает репортаж про Сен-Дени. Интервью. Откуда он? Израиль. Израиль. Из Израиля. Готовит репортаж про Сен-Дени. No problem.
Я по-французски не Pressé, là, очень. je vais faire un truc, il y a plein de monde, ouais, du monde. On va voir une interview, lui, il va vous présenter la ville, à mon avis. Il va vous présenter la ville. À mon avis, lui, il va vous présenter la ville. А что он говорит? Он говорит, что он не хочет разговаривать. Он говорит, что А что они... иди подойди до других, я не буду разговаривать. А, Ну вот при нас я только что видел, как они закладку передавали друг другу, вот парни, Да? вот, да. Они продают наркотики. Это видно было сразу. и они боятся, что мы Да, снимаем про да, это. да, 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 да. Я понял. Я думаю, что можно подойти к арабам, они более Более? лояльно, да. Ну, давай, пойдем. Ну тот стоит мужик, выпасает, которому он показал только что мы сыграли. Ты видел? он самый главный, да. Да. Видимо, он тут решает, он прячется поэтому. Ладно, идем, может, снимем репортаж там дальше, бо здесь стрёмно находиться, если честно. Ты уже начал волноваться, да? Да, ну, мне стрёмно, когда тот пацан спрятался за дерево и начал Осторожно. смотреть на нас. Мне тоже кажется, когда здоровый, огромный, бородатый мужик прячется за столбом Да, и да, да. начинает за тобой наблюдать, а вокруг толпа его братков, это вызывает переживания. Я согласен. То есть сейчас можно уйти без камер. Да? То Конечно. есть они, может быть, сейчас это... Конечно. Пойдемте скорее. Даша, давай ускоримся. Сейчас не могут за нами побежать? Не, вряд ли. Вряд ли бы уже догоняли бы. Еще один важный вопрос. Как по-вашему, благотворительность важна? Благотворительность для того, кто ей занимается, или для других? Благотворительность вообще. Я думаю, что важна. Во французском языке есть пословица, которая переводится приблизительно так. Для начала облагодетельствуй себя. То есть ты должен быть благотворителем для самого себя. Что это значит? Быть благотворителем для себя значит самому заботиться о том, чтобы заработать деньги. А потом, когда уже накопишь денег, можешь заниматься благотворительностью, помогать другим людям. Но хорошая благотворительность начинается с работы на себя. Итак, вы имеете в виду, что первый шаг — это прокормить самого себя, а второй — подумать о других. Да, пожалуй, это лучший способ. И еще один вопрос, на который я сам не могу себе ответить. Например, когда вы решили что-то купить. Например, это реконструкция. Вы вложили 1 000 000 евро в реконструкцию. И в тот момент, когда вы ее проводите, вы сознаете, в мире есть люди, которым нечего есть. Что вы при этом чувствуете и что предпринимаете? Я вам скажу честно, меня это не волнует. Совсем. Как это? Это не ваша проблема? Именно. Это абсолютно не моя проблема. А если вы будете думать об этом каждое утро, как только просыпаетесь, вы себя погубите. Это был бы настоящий суицид. Потому что невозможно думать о всех. Когда вы в Париже, в Москве, в Дубае, все великолепно. И если в этот момент вы начнете думать, что в мире кто-то голодает, это конец. Вы впадете в депрессию. Так, вы говорите, что это вас не волнует. Но я не имел в виду, что надо думать об этом каждое утро. Но когда вы расходуете деньги на то, что не является в жизни предметом первой необходимости. Конечно, конечно. Но смотрите, вот прекрасный пример. Билл Гейтс и его жена учредили фонд с колоссальными средствами. И из года в год они перечисляли в него огромные суммы, которые, естественно, тратились. И что? Это ничего не изменило. Я признаю важность благотворительности. Но в душе я понимаю, что такая деятельность ничего не изменит. Это моя спальня, мы заходим, персикового цвета. О, А вы что думаете, я на улице сплю?
На скамейке нет. Вот, посмотрите. Ого! Персиковый цвет, который, конечно же, все это в стиле. Мгм. Все отдаю, покупайте квартиру 9 миллионов 700. А вот сюда, подождите, А что вот там? это Что там? Там еще же есть, я вижу. очень много есть. Ага, тут сквозная Отсюда? ванна. Нет, эта же дверь закрывается. Если, Ну, я понимаю, допустим, но можно кто-то пройти, зашел, я понимаю. да, это тоже закрывается, Просто конечно. это с двух сторон. Вот, можно два пройти. человека стали, мама, папа, Мгм. чистят зубы, да. Мгм. Логично все, зеркало, посмотреть на себя, посмотреть, ох, ручками разрисовали еще один бычий глаз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 какая цифра? Боже, божественная. Отлично. Вперед. Так, и Так, тут теперь это еще здесь комнаты. еще. одна ванна. ванная. Значит Ага. так, это... И еще гостиночка. С таким- да, наверное, Нет, да? Или это детская такая- что-то? Посмотрите, какие розы. Специально на заказ. Специально. Посмотрите, какой зайчик лежит милый. Вот так Ой. вот. Ой, Тёпленький. хорошо, все. Внутри тишина, потому что Марокко посольство. И мы. И никто сюда не В зайдет, вашем не здании заедет. еще посольство. Марокко посольство. Рядом флаг, вы что, не видели? А на первом этаже Шаби-банк, Марокко посольство. Эта дверь тоже открывается. Проходим в третью спальню с камином. Так, так, так. Так. Это О. просто называется тоже не просто так все. Посмотрите на эту лепнину. Да. Красота. Боже мой, Ларюиканс. Красота. Боже, Красота. боже мой. Да, камин попроще, но извините меня. Цвет. Будем играть ударные Будем, инструменты. да? Давайте. Цвет. Тоже. Просто для кабинета, ну как сказать. Ну, для кабинетика, я Не, понимаю, ну, кабинет просто, с камином, 19 как века, ничего сказать? особенного. Ну, ничего особенного, конечно. Подождите, я должен... А вот это сложно включается? Вы не будете играть, потому что нет времени. У меня приходит парикмахер потом, понимаете? Я не в прическе. Вперед. Ну, я хотел Так, поиграть. Ну, это, знаете, ребенку так может говорить, Павел. Мы вечные дети. Да, это великолепные, конечно, Шкафчик. там тут обувь, тут там тра-та-та. Все родное, 19 века. Я ж не вандализмом не занимаюсь, я ж ничего не разрушила. Я только... Ай, когда я купила квартиру, это было... Вот эти стены были все в пупырышках, наполнены пылью, грязью и ужасом. Стояли у меня мама, очень серьезный человек, очень. ПГС, промышленное гражданское союз. Стояли сколько месяцев? 5,5 точно. И отшкуривали каждый миллиметр, вот это отшкуривали, чтобы сделать вот такие Ровно. стены. Понимаете? Да. И делала ремонт у меня Франц Декорасьон. Это те, которые в посольствах делают. Вперед. Мгм. Так, Вот. Ну и, конечно, это... Да, эта дверь открывается, это можно проходить сразу в этот кабинет. Мгм. То есть и можно наверху один кабинет профессор-психиатра, у нее здесь детский кабинет, она как бы профессор, но с детками работает. То, что мы с вами снимаем, оно, скорее всего, переживет и вас, и меня. Технологически. Как книги. Ну да. Вот какие-то, знаете, на телевидении снимают видео, оно появилось, потом пропало, его больше Ну нет. да. А мы с вами снимаем видео, которое будет жить долго. Века. Абсолютно верно. На всех на Луне, на Марсе будут яблоки цвести. Да, я Теперь понимаю. представьте, ну, и да, теперь я представьте, понимаю. что Какой-то через вопрос мне 500 сейчас лет... назовете сейчас, зададите, который я уже волнуюсь. Да, я слушаю Ага. вас. Итак, через 500 лет, Мгм. вот если у вас сейчас была возможность посмотреть видео со своими прапрапрапрадедами, вы бы посмотрели? Конечно. Но мы с вами это сделать не можем. Конечно. Согласны? Конечно, семья такая бы огромная. А ваши прапраправнуки смогут Да. это сделать. Да. Понимаете? О, И у вас сейчас будет 1 минута, Боже мой. чтобы отправить сообщение своим прапраправнукам. Что вы им Чтобы хотите сказать? сказала бы Да. я им, что Посмотри- я их очень сильно люблю. Очень, очень. Вдруг таблетку какую-то изобретут, я выпью и буду с ними сидеть за столом пить чай. Или есть картошку в мундирах. Или, боже мой, и что они выросли такие же светлые, добрые, здоровые, любимые, любят, благостные. Ну вот, я так счастлива им это передать. Вот с Богом. Все. Супер. Ну, не знаю, простите. Я вам кофе приготовлю. Хорошо?
Спасибо вам большое. Спасибо. Извините. Ой. Простите меня. Расскажи, пожалуйста, что это за район, который ты нас привез? Ну, общеизвестно, что он называется Барбес. Это 18-й район, часть 18-го, часть 19-го. Район, который заработал себе за последние 30 лет довольно стойкую репутацию дешевого, неспокойного и такого разномастного. Ну, если совсем серьезно говорить, то это довольно черный район. Окей. А не опасно здесь нам гулять? Может что-то произойти? Шанс есть, мы можем встретить какого-нибудь психа ненормального, еще что-то такого типа, да, есть. Но, в принципе, да, мы можем нормально гулять. Каких-то проблем вот на главных улицах освещенных мы вряд ли встретим. Окей. Если будем заходить в маленькие улочки, шансы есть. Окей. А расскажи какую-нибудь историю, которую ты знаешь, которая здесь случилась. Ну, здесь бывали ограбления в мои времена. Просто прибегали, крали деньги из кассы, убегали люди. То есть это было довольно нормальным явлением в ранних 2000-х. В десятых вроде бы стали что-то с этим делать. Ага. Сейчас каких-то суперскандалов тут с Барбесом не связано. Но если у тебя угнали велик, то, скорее всего, его будут продавать здесь. Есть шанс где-то найти, где прям пожестче? Пожестче. Здесь. Ну, можно дойти до самого Барбеса, там, где торговля вот этим вот паленкой и всем прочим. Ага. Это метров, наверное, 300, отсюда 400. Ага. Там, в теории, там постоянный рынок, да, Ага. цыгане паленое золото продают, вот это вот, Ага. вот этот вот весь трэш. Ага. Там, может быть, что-то можно найти пожестче. Ага. В чем проблема? На маленьких улицах не будет много народу. Но там же скач. Ага. А на больших улицах, вот, пожалуйста, всегда что-то происходит, но это будет относительно мягко, потому что может полиция проехать, другие заступиться, еще что-то. Окей. Ну, в общем, как видишь, это просто такая маленькая Африка. Мы находимся на площади Вагезов. Это самая старая площадь в Париже, и она окружена комплексом зданий. И в этих зданиях всего только 20 квартир, и в одну из них мы сейчас пойдем. Ого. Сколько стоит? 16 миллионов Чего, евро? евро. 16 миллионов 16. евро? А квадратов сколько? 250. Всего 250 квадратов. Чуть-чуть. Небольшая Немножечко. квартира. Да. Насколько это эксклюзивный объект? Такие объекты выходят, наверное, где-то раз в 10 лет. Раз в 10 лет? Да. Ну, Все, то пойдем реже. скорее. Пошли. 16 миллионов евро. Потертая лестница, все как надо. Все как надо, да? Старенькая, Старенькая. дорого. Но зато широкая лестница. Широкая. Это королевская что лестница, иногда. размер королевской лестницы, да. То есть раньше здесь были разделения на две части, сейчас, так как она поделена на квартиры, да, мы идем, собственно говоря, Ну, сюда. коврик, как в ЖД-поездах немножечко. Ну, слушай, То есть это любят французы так, да? да, это Чтобы любят было вот так вот французы, всё и в старину, хозяин в этой квартире чтобы- француз. Ага. То есть им важно, как такая сопричастность с историей немножечко, да? Ну, чем старше, тем лучше, это же Франция. Ого! Это у нас парадная, это первая часть. Это вот тот самый случай, когда очень высокий потолок, Извините, а старый то, что... паркет, это музыка Парижа. Музыка французского То паркета. есть если у вас дома скрипит паркет, то вы теперь можете Très сказать, parisien. это так же, как в квартире за 16 миллионов евро. Да. Именно поэтому Но мы он не должен меняем быть пол. елочкой, понимаешь? Не должен быть елочка. Иначе никак. Так вот, эта квартира была приобретена, за ней очень долго охотились, ее взяли именно для того, чтобы устраивать здесь ресепшены. В этой Что квартире значит ресепшн? мероприятия. В частности, здесь проходило мероприятие для больших французских брендов, когда устраиваются званые ужины, когда устраиваются закрытые показы. И за один вечер эта квартира может стоить до 80 тысяч евро. То есть как бизнес ее так купили, да, и сдают в аренду её под сдают. То есть мероприятие. если ее сдают на долгосрочную, то это 35 тысяч евро в месяц. Но если она сдается под ресепшн, здесь меняется вся мебель, здесь меняется все под то, что здесь необходимо сделать. И сумма может очень сильно танцевать. Сколько примерно за один день? Ну, может быть? за ужин одного из дизайнеров здесь заплатили 120 тысяч евро. 120 тысяч евро за один Ну, ужин. тут была аренда мебели, ресепшн, то есть я понимаю, полностью да. они предоставили все. Посмотрите чек, сколько стоит ваш предыдущий ужин, и сравните со 120 тысячами евро. Это было без еды. только Без машина. еды, извините. Да, это без еды. Какую цель вы для себя поставили? Вы намерены создать какой-то невероятный дворец и продать его? Или вы хотите пожить здесь всю жизнь?
Я здесь живу 8 лет, и, честно говоря, я от него немного устал. Это довольно обременительно. Не знаю, может быть, продам, может быть, останусь здесь навсегда. Я не решил. Я, как Наполеон, считаю, что каждый день приносит новые возможности. Но когда я покупал этот дом, здесь был большой офис. Здесь человек 50 работало, а я живу здесь один. Теперь здесь становится тесновато, потому что у меня множество артефактов. Мне нужно пространство побольше. Но видите ли, по утрам, когда я просыпаюсь, мне приходит в голову, что я хочу все это бросить. Мне хочется поселиться в маленьком домике на побережье, загорать на нудистском пляже, находиться в окружении красивых девушек или юношей, наслаждаться вкусными обедами, ужинами, хорошим вином, вести беспечную жизнь. Потому что теперешняя жизнь все это очень напрягает. То есть иногда я говорю себе, все это я продам и буду радоваться жизни, потому что мне 52 года, я уже не молод. Но я помню, впереди 20 лет полноценной жизни. Такая маленькая Африка. Раньше было совсем люто, сейчас стало как-то... На мусор не обращай внимания. Да, сейчас. Hello. Вы говорите по-английски? No speak English, yeah? Just français? А ты можешь попереводить? Бонжур. Что ты хотел узнать? Вы здесь работаете? Est-ce que vous travaillez ici? Est-ce que c'est votre lieu de travail? Ou vous attendez quelque chose? Pardon? Vous attendez juste quelqu'un? D'accord. Et votre tapis, c'est pas pour le vendre? On peut pas l'acheter? Ah, d'accord. Он просто кого-то ждет. Он не продает ковер. И вот это тоже он не продает, не работает? Et ces affaires non plus? Ah, pardon? C'est pour quelqu'un, donc vous gardez la place de quelqu'un? Non. Il y a des tenues, c'est pour cela la toilette là-bas. J'ai pas compris. Il y a parti la toilette. А, да, d'accord. Продавец просто отошел в туалет, и дядька держит его место. Ну он врет просто, да, сейчас? Скорее всего, да, чтобы, ну, вдруг мы, не знаю, полиция, еще что-то. Ну понятно, окей. Make photo, окей? No, just make photo. Photo खींचना, photo पर के? You can do TikTok. Yeah, just this one. Take me photo. Take me photo. No, take me photo. Take me photo. I'm Bianchino. Вы откуда? Я из Пакистана. Из Пакистана? А сейчас живете в Париже? Вы у меня будете спрашивать? Я из Пакистана. Вы у меня брать у меня интервью? Хорошо. Где вы сейчас живете? Я живу, то есть ночую здесь рядом. 1 минута отсюда. Да, здесь, на улице. Можете показать? Да, 10 минут идти. И давно вы здесь живете? И давно вы здесь живете? С 2006 года, в разных странах. Жил в Германии, а здесь 3-4 года. Есть доказательства. Мое фото. Где мой телефон? А, он здесь. Доказательства в телефоне. Сколько тут комнат? Мы сейчас пройдем по всем из них. Здесь это у нас первая коктейльная часть. Коктейльная? Да, из которой отдельная комната для коктейлей? Ну, можно сказать и так, и можно, конечно, использовать и как кабинет, ее можно там для йоги. Это как бы, это не триплих, это 4 полотна. Это 4 полотна. И сколько оно стоит? Я думаю, что они не меньше 100 тысяч стоят. 100 тысяч? Ну, не меньше. Так, отвлеките ее. Она тяжелая. Тяжело, не утащи Да. просто. Дальше мы проходим в салон, где у нас стоят достаточно красивая мебель.
Интересное Это- сочетание, да, что так да. и в старину, и что-то новенькое есть. Ну вот заметьте, здесь старина снята, здесь нет да. каминов. То есть здесь мы видим, Камин что когда-то убрали, да? здесь был розовый мрамор. И причем их было два с двух сторон, то есть это было убрано именно для того, чтобы обновить стайл этой квартиры, для того, чтобы она смотрелась более, обновленной, вот фонари и да, прочее, модель. прочее, амбианс. Слушай, он мне здесь нравятся создан. зеркала, вот эти, смотри, такие. Да, зеркала, такое ощущение, что они вот висят в воздухе Да, за счет того, да. что там есть прокладка у них еще внутри. Классно. Да, и, конечно же, фишка, вот, французское окно, да, то есть, вот давай. это. А если мы откроем, хоть что-то будет видно, нет? Так, ну-ка. Окно в Париж. Ох ты ж. А вот так можно? Можно. И что это? Королевская площадь. Королевская площадь. Вышел так. Эй, челюди! Миллиардер тут. Пойдемте. Немножко попонтовался, и ладно, да? Еще такой вопрос. Предположим, у человека была идея, и он изо всех сил старался ее реализовать. Старался. У него один план, другой, третий, и ничего не выходит. Успеха как не было, так и нет. Старался, а ничего не добился. И вот он сел, подумал и говорит себе: «Ох, что же мне делать?» Что вы можете порекомендовать для таких ситуаций? Скажите, пожалуйста, на камеру. Честно говоря, повторюсь, я уже это вам говорил. Успех у вас в голове. Вы можете считать себя успешным, а на самом деле успеха не иметь. Ты должен быть самим собой. Конечно, в чем-то люди похожи. 2 ноги, 2 глаза и так далее. Но на самом деле мы все разные. Среди людей бывают гении. Хорошо быть таким, как Билл Гейтс. Жаль, что я, например, не Марлон Брандо. Все люди разные. Вы должны оставаться собой. И если сознаете, что вам не построить огромный бизнес, оставайтесь таким, какой вы есть. А если вы такой, как вы есть, делайте то, что вы можете делать. И не пытайтесь прыгнуть выше головы, потому что если у вас нет страсти, нет энергии, у вас ничего незаурядного не получится. Вы проиграете. Будьте собой, и вы будете счастливы. У вас будет прекрасная жизнь, а для высоких целей нужна страсть, высокое стремление. И, по-моему, большая проблема 22-го года, 20-х годов этого века в целом, в том, что у людей нет стремлений. В детстве я думал, когда я вырасту, то стану бизнесменом или коллекционером, я буду актером или политиком. А сейчас спросишь у человека, к чему он стремится? Ни к чему. Pakistan. Смотрите, это про One piece, пакистанцев. one Это by я. one. Посмотрите. Take to other. Look. No, show too. This is my brother is dead. Look. This is a young brother, me. What is this problem? एक शिकार था blue. Go to Pakistan and 4 days. It's kill me, other man. पर के? Это жизнь. Это мое подлинное интервью. This is an original TikTok. Пойдемте дальше. Извините, вы говорите по-английски, да? Можно задать вам несколько вопросов? Можно снимать видео? Нельзя? Ну хорошо, снимать не буду. Почему вы здесь живете? Ой, извините, вы здесь вдвоем. Почему вы здесь живете? Это ваш дом? Не снимайте. Я не снимаю, это аудио. Ладно, извините. Фу, блин, страшно так конкретно, когда идешь, со всех сторон такие группировки.
Они смотрят такие, и ты не знаешь, ну, они просто стоят, отдыхают или реально ты их раздражаешь, они тебе сейчас толпой замочат. Фух. Аж придергивает. А ты знаешь хозяина этой квартиры? Да, знаю. Что это за человек? Это человек, который скупает квартиры для того, чтобы их пересдавать вот под такие квартиры для мероприятий, для богатых людей, которые хотят приехать, чтобы для них всю квартиру сделали как им надо, и заехать, пожить там 2, 3, 5 месяцев и спокойно уехать. Откуда у него столько денег? Что он сделал? А это я не скажу. Ну, ты знаешь? Конечно, я знаю, но с большинством клиентов у меня подписаны NDA, которые... Ну, без названия. Вот что такое? Он бизнес построил, инвестор он украл. построил бизнес, и он начинал вот прям С маленьких с таких. маленьких и наверх, вверх. И Он всё француз? выше. Да, он француз. То есть это местный человек, который Да, шаг за из шагом, простой, начиная с маленьких нормальной, квартир. обыкновенной семьи, да. Да? Да. Сам все? Всё сам. А ты Своими ты с ним много общался? Я не могу сказать, что очень много мы общались, но все, что касается именно рабочих процессов, да, то есть что в личные отношения, это немножко... Ну, понятно. Расскажи, что он за человек по характеру? Если это то, что ему нужно, он забирает это сразу. Если То есть это не быстро то, что принимает даже решение. реакции не будет, что нравится, не нравится. То есть мы ищем так, вот так, и вот когда ты даешь так и вот так, он сразу это покупает. Если это будет что-то, ну, это почти то, что вы хотите, он даже отвечать не будет. Ну, потому что зачем тратить свое время? Он знает, чего он хочет, он знает, как он хочет, он знает, что в итоге будет хорошо для него. Круто. А ты с ним как работаешь? Как риэлтор? Правильно? Это так называется здесь? Я выстраиваю свой бизнес как личный бренд. То есть я общаюсь с клиентом, а моя команда выполняет все, что мне необходимо. То есть это такое, знаешь, 10 охотников, которые разбегаются по рынку в поисках той утки, которая нам нужна. Ну, то есть вы работаете как риэлторское агентство. Я просто пытаюсь понять суть, да? Окей. Да. И основная деятельность — это у тебя вот есть такие клиенты богатые, состоятельные, которым ты помогаешь найти те объекты, которые они хотят купить, арендовать или что-то в этом роде. Да. Мы для них рассчитываем, в принципе, их коммерческую рентабельность здесь, насколько это для них действительно будет вложением, а не потерей денег, и в дальнейшем они реализуют свое, скажем, желание, свою мечту. Круто, супер. Ну что, Надежда еще нам помогает. Если бы не Надя, нам бы негде было жить. А так у нас есть где поразместиться, и поэтому мы делаем этот контент. Спасибо за это тебе большое, что ты нам помогаешь. Мы оставим контакты внизу. Если вдруг вам что-то нужно по Парижу, вы можете все написать, и Надя вам и ее команда как-то помогут. Правильно? Да. Супер. 5. Because we make video for YouTube. It means this video... Вы знаете, что такое YouTube? YouTube значит, что это видео нас обоих переживет. И давайте представим себе, что это видео кто-то найдет через 500 лет. Допустим, если бы у вас была возможность посмотреть ролик со своими прапрапрапрабабушкой и дедушкой, вы бы стали это делать? Если бы вам предложили посмотреть этот ролик с вашими прапрапра. Конечно, конечно. Но это невозможно. А у наших потомков такая опция появилась. Потому что мы принадлежим к первому поколению людей, которое сделало первый в истории шаг на пути цифрового видео. Да, это правда. Итак, вполне реально, что через 500 лет наши потомки найдут и посмотрят этот ролик. Посмотреть вместе с предками было бы интересно. Какая фантастика. И ваши прапраправнуки, у меня нет детей, вот в чем будет проблема. Хорошо, кто-то другой из следующих поколений. И, допустим, вы можете передать им свое послание. Что вы им скажете? Вам дана 1 минута, и вы можете что-то сказать людям, которые будут смотреть этот ролик через 500 лет. Вау, это хороший вопрос. Я им скажу. Если вы слышали про Наполеона, знаете, кто такой Жан-Жак Руссо? Знаете, я посвятил свою жизнь сохранению памяти о них. Знаете, я жил в 21 веке. Это был прекрасный мир. Еда была вкусная, вино великолепное, женщины прекрасные. Жизнь была хороша. И я надеюсь, что в 2700 или 3000 году ваша жизнь будет такой же. Я не уверен, потому что в мире нет ничего совершенного, но я надеюсь, что у вас будет отличная жизнь, потому что моя в самом деле была хороша.
Огромное спасибо.